Дева, август 26 года. Обзор энергии для вашего знака зодиака. Коридор затмений. Врата Льва 8 числа. Очень много классных событий. В конце этого видео я вышлю цифровое послание, которое будет подсказывать вам, что вы на правильном пути. Ведь вы здесь не случайно. Сначала вытаскиваю карту из колоды «Корни и крылья». Что за послание для вас, Девы, на август? Дева изобильная, прям такое ощущение, что кто-то будет чувствовать себя очень изобильно. Очень. Отражение. Найдите более хорошие пути, способы, чтобы улучшать себя через отражение. Так, это интересно, это какое-то глубокое послание для дев. Сейчас все поняла. Девы, смотрите, как работает. Не у всех, да, но для тех, кто находится на каком-то там из таких этапов развития, вы видите мир через призму своего восприятия. Призма восприятия на уровне энергии, как правило, выглядит просто как очки, как некоторые фильтры. Призма восприятия формируется на основе убеждений, ограничивающих убеждений или положительных убеждений. В данном случае, если у девы, которая меня смотрит, есть ограничивающие негативные убеждения, там, что мир плохой, или что деву не слышат, или что нужно много работать, чтобы вот что-то получилось, что там нужно преодолевать, то вы видите отражение этих убеждений в мире, да, то есть мир говорит, да, ну это так, ну вот раз ты так считаешь, значит я буду для тебя таким, да, и как бы говорит, ну вот, да, и дева такая, ну я же говорила, да, на самом деле работает по-другому. И здесь, в этой карте, основная идея какая? Попробуйте поменять ограничивающие убеждения на положительные или негативные убеждения на положительные, для того, чтобы увидеть отражение хорошего во внешнем мире. Спокойствие и принятие идет основной для вас такой поток. Вот. У нас 8 августа Врата Льва, такая символическая, считается зеркальная, кстати, дата, да, в которую можно позволить проявить изобилие. Изобилие — это не только финансовые какие-то показатели, да, но это и способность отдавать, это способность получать, это способность видеть красивое, видеть хорошее, способность наслаждаться каждым моментом, да, то есть жить в моменте, кайфовать от своего присутствия здесь и говорить: Господи, спасибо, жизнь, что вообще я живой, да, что ручки-ножки есть, здоровье есть, ну, там, кушать, что есть, выберите то, что вам подходит, да, из этих данных. Вот кто-то из дев, кто меня смотрит, если горло закладывает, да, то здесь наговорили лишнего. Идет такое послание, наговорили лишнего, вот, и это лишнее тоже блокирует проявленность хорошо в вашей жизни. Здесь очень важно понимать, что мы на Земле проходим один из таких тоже этапов эволюционных и опытов, в которых люди призваны понять, что их слова, их мысли, их действия, их поступки в данном случае, да, они получают прямое отражение в реальности. Вот, и если дева кому-то что-то плохо высказала, не удивляйтесь, что потом обратно не то, что прилетит, а то, что вам становится тяжело. Вот. Потому что вам показывает пространство, что так больше не работает. У дев, у которых все в порядке, я вас поздравляю, вы можете себя чувствовать окрыленными. Я вижу, прям какая-то дева летает с такими, как ангельскими крыльями, довольная по жизни, да, что такое летает с ангельскими крыльями. Это не какой там не переход куда-то наверх, это в смысле вы здесь по жизни как феечка или как фей, да, в данном случае, если это мужчина, вы познали, так сказать, суть бытия, и вам через легкость это показывается. Вот. Трансформации у кого-то из дев серьезные будут, потому что коридор затмений будет такой, он вообще по энергии очень светлый, очень яркий, очень классный, вот, но он подсветит, девы, то, что пора отпустить, да, и вот 12-го затмение солнечное во Льве, идея основная, это про проявленность, про умение жить в согласии с собой, про желание, умение делать как бы корректные, экологичные для себя поступки, экологично формировать желания. И 28-го частичное лунное затмение в рыбах. Рыба — это про глубину, это про эмпатию, это про познание себя, про духовность такую глубокую. Не просто духовность в данном случае не посмотрел видосы и такой, и пошел я тут, значит, духовный. Нет, самое главное в духовности — это интеграция опыта. Что это значит? Это не просто посмотрел, взял какие-то данные, и человек ходит потом, ну, рассказывает, что это вот так. Если он это не прожил, это не его опыт, он не интегрирован. Если он действительно это прожил, ощутил,
почувствовал всем своим нутром, тогда да, окей, интеграция прошла, поздравляю, все как бы, да, я имею в виду именно положительные, да, изменения. Про негативные, здесь, кстати, любопытный момент, человек не осознает, насколько он творит в своей жизни, насколько он создает, да, и вот человек, который обладает ограничивающими негативными убеждениями, и потом видит, как они проявляются в жизни, не осознает, что он также может сотворять, то есть он уже классно научился негативные создавать, ну, как бы уже у него получается, но он также может создавать положительные, да, и вот этот переломный момент для вас, это 16 августа, Девы, переломный момент в наблюдениях и понимании, чего же вы на самом деле хотите сотворить в своей жизни, вот. Если не очень понятно, о чем я говорю, пересмотрите мои видео там через несколько дней после первого просмотра, через неделю после первого просмотра, через месяц, вы поймете, у вас эта энергия распечатается. У кого-то, кому это, так сказать, захочется. Или как? Не то, что захочется. Да, у всех распечатается, да? Мне такие, да, расслабься. Да, ладно, расслаблюсь с удовольствием, гиды мои, да? Вот, сейчас посмотрю по второму. Туз жезлов. Так, важное, да, 16-е. Нет, а как? 12-го пойдет сдвиг, 16-го кульминация, 18-го пойдет пониже у вас, для вас, Девы, да, по энергиям пойдет пониже, как бы немножко вот это напряжение внутреннее будет спадать, да, и с там 20-х числах пойдет ровно, 28-го резкий пик у кого-то может быть энергетический, то вы прям как окрыленный себя почувствуете, да, то есть все, значит, вы молодцы, вы прошли, вы интегрировали. Вот. И дальше планомерно, конечно же, еще начинается сезон Дев. Всех, у кого в конце августа, поздравляю с днем рождения, да, всех вам благ, всего прекрасного. Вот. И, конечно, сезон рождений Дев закладывает для многих новые этапы, а тут он еще совпадает с выходом из коридора затмений, да, и коридоры затмений, как правило, это такое формирование каких-то ваших судьбоносных веток развития реальности на ближайшие 6-8 месяцев до следующих там затмений и так далее, да, и здесь у вас получается комбо, такое комбо, что ваши дни рождения уже начнутся во время второй части коридора, вот, и коридор затмений действует еще прям мощно энергетически там 4 недели. 4 недели после его завершения, да, и поэтому здесь такая идет, знаете, для вас молчаливое напоминание, не знаю, почему идет молчаливое, следуйте своей именно вот не обиде, а теплу внутри. И тишина внутри очень сильно вам, Девы, поможет в августе сосредоточиться на том, что действительно для вас важно, да, то есть идет такая информация, что много Дев себя тратят вот так как-то, и тут сделала, там сделала, да, там в суете бегают, что-то для других все время делают, да, а август — это время сосредоточить ресурс, вот. Приходите, если не знаете, как это работает, приходите ко мне на медитацию 20 июля, вот, там я помогу эту настройку совершить, чтобы вы зашли уже в август обновленными, в новых состояниях, вот, детали можно написать в личные сообщения, я расскажу. И как бы это месяц кульминационного внутреннего момента для вас, Девы, да, в котором вы проживаете как раз чувство самоценности, знаете, как самоосознание такое «я есть», да, то есть это очень важно, это самобытное такое идет ощущение, которое дано было, когда у кого-то по прошлым жизням даже, да, раньше уже было включено, но в этой жизни, так как мы сюда, так как не все помнят свою истинную природу, вот, то Девы в августе какой-то очень глубоко по энергии. У кого-то на основе прошлых жизней пойдет яркая проявленность здесь, осознание, что больше не нужно играть в маленькую, да, это глубокое проживание своей даже древней ценности у кого-то идет. Кто-то, кто меня смотрит, очень-очень мудрая душа, очень-очень-очень прям друидская такая, да, и вы выйдете в свет, вот этот внутренний, и в легкость. То, что идет такое, что опыт прошлой жизни и старой жизни не нужно тащить в новое, оно вас только утяжеляет. Паш мечей.
посмотрите на прошлое с благодарностью и отпустите. Вот так вот идет такое послание. Оно больше у вас уже не проигрывается. Все. У нас 20 июля мощный переход, да, и там все старое остается в прошлом, и новое начинает активироваться, но в нем нужно уметь находиться, уметь взаимодействовать с этими энергиями, жить с ними. Вот. И такое прям идет явное энергетическое сообщение о том, что вы как раз для тех, кто успешно, тех, кто пройдет 20 июля, вот именно в сознательном состоянии, да, то вы в августе начнете как будто вот как-то укрепляться в этом своем внутреннем. Вообще такое чувство, как будто дева даже, которая себя, например, могла ощущать потерянной, она такая: я есть. Вообще «я есть» — это одна из таких ключевых гармоничных историй в сессиях, да, ну, вообще в сознании людей, своего внутреннего потока. На сессиях это помогает простроить. Вот, но я очень много это видела, когда у человека это внутри простраивается, «я есть», вот это. Все, знаете, мир становится прям как разворачивается к вам лицом, да, и начинает приглашать, и много чего такого происходит не из состояния «опять должен это делать», а я обязан, да, вот это должествование, а из состояния принимаю изобилие жизни, принимаю эти потоки и знаю, что с этим, как с этим действовать. Да, 9 чаш, эмоциональное удовлетворение, наслаждение потоком, наслаждение жизнью. Девы, которые все еще состоят в состояниях злости, обиды, кому-то желают чего-то нехорошего, ну, такой идет поток, что если не отпустите, то и так и будет. Да, то есть так и будет. Вот это отражение реальности для вас будет отражать ровно то, что вы носите в себе. Вот. И август дает вам возможность перейти уже в день рожденный сезон в обновленном виде. Все, вроде глубокое послание, хорошее. Сейчас вытащу цифровое для вас, как обещала, да, что у нас для дев на август 26 года. Какая циферка? О, 111. Моя любимая интуиция. Модерация, терпение, поток, ясность, радость, движение, самореализация, осознание себя, действовать, безусловная любовь. Пришло время привнести в жизнь то, что вы давно задумывались сделать, да, какие-то идеи. Вы на правильном пути по направлению к исполнению ваших мечт и ваших видений в реальность. Правильные люди, ситуация, ресурсы все уже к вам отправлены. Радость и новые возможности у вас в руках. Доверяйте процессу. Ну вот мне идет такое послание, ключ я вам дала. Да, в начале этого послания ключ дала. Что с этим делать, это уже ваш личный выбор. Да? Здесь свобода выбора на планете Земля. Человек может брать подсказки, не брать подсказки, как ему хочется. Вот. Я желаю вам удачи в вашем сезоне, девы. С вами была Анна. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте это видео, делитесь им. Канал Дугуд, дело добро, добро будет. До встречи в моих следующих обзорах для вашего знака. Благодарю вас и пока-пока.